Здравствуйте, меня зовут Сергей, и вы на канале Поваренная книга. А это значит, что я сейчас буду показывать, как приготовить что-то вкусное. И в этом видео я покажу, как приготовить самсу в домашних условиях, не имея тандыра или каких-либо других специальных принадлежностей. Как и в других рецептах, которые сочетают в себе мясо и тесто, самсу я начинаю готовить с приготовления теста. И для этого потребуется вода прохладная, не сильно холодная, примерно как течет из-под крана. В нее добавляем соль, растительное масло и яйца. И теперь необходимо смешать между собой все жидкие ингредиенты. Теперь я добавляю муку. Общепринято при приготовлении теста, если тесто жидкое, то муку добавляем в жидкость. Если же тесто достаточно тугое, то жидкость добавляем в муку. Хоть я и готовлю достаточно тугое тесто, но у меня почему-то лучше получается, когда я муку засыпаю в жидкость. Либо это просто не имеет никакого значения. После того, как тазик получился практически чистым, лучше тесто достать из старых и хорошенько его вымешать, так чтобы не было никаких комочков, тесто было абсолютно равномерное и гладкое. И когда получился вот такой вот не прилипающий к рукам, но слегка липкий комок, теперь его заворачиваем в пищевую пленку и отправляем отдыхать при комнатной температуре примерно на час. Или пока будете готовить начинку. А для начинки я беру кусочки говядины, не беру каких-либо деликатесных и дорогих частей коровы. В данном случае это часть ноги, которую я заранее очистил от всех плевочек, сухожилий, потому что мясо будет готовиться не так-то долго. И все вот эти вот сухожилия и всевозможные плевочки, которые в тушеном виде даже очень вкусные, здесь просто-напросто не успеют приготовиться и будут жесткими. Мясо необходимо очень мелко нарезать. Почему не использовать фарш? Потому что фарш, он липкий, вся начинка слипнется, часть соков из него выйдет в мясорубке, и получится просто-напросто не самса, а котлета в тесте. В большинстве блюд народов Центральной Азии вкусная еда – это жирная еда. И да, в оригинальном рецепте сюда должен идти в идеале курдючный жир или курдючное сало. Но такую редкость в моих землях трудно найти. Но я ем свинину и добавляю сало. Обычное свиное сало. Будет не менее вкусно, а я спокойно ем свинину. Также его необходимо мелко нарубить. Для начинки осталось порезать только лук. Он добавит сладости всей начинки, а луковый сок сделает мясо нежным и более сочным. Начинка почти готова, но я еще добавляю немного молока. Молоко прекрасно улучшает вкус любого мяса. А также соль и специи. И специи я беру немного черного перца, немного кориандра и зелень. Все хорошенько перемешать и помять, так, чтобы лук выпустил немного своего сока уже сейчас. Этот сок впитался в мясо. И пока я буду возиться с тестом, мясо немного промариновалось. На подготовку начинки у меня ушло около часа. За это время тесто стало податливым, мягким и шелковистым. И теперь настало время сделать из обычного теста слоеное. Для этого первым этапом его необходимо раскатать. И для того, чтобы получить из теста множество слоев, в любом случае потребуется сливочное масло. Много сливочного масла. И для этого есть как минимум два способа. Первый. Раскатать тесто максимально тонким пластиком. Его придется растягивать, оно будет сжиматься, потому что тесто обычно не любит быть сильно тонким. Либо раскатать тесто довольно толсто, смазать хорошенько его сливочным маслом, сложить пополам и раскатать еще раз. Так толщина слоя одного получится ровненько в 2 раза тоньше, чем вы раскатаете. Обычно для слоеного теста повторяю данную процедуру еще несколько раз, но для самсы лучше поступить немножко хитрее.
Смазываем одну сторону сливочным маслом. А теперь тесто сворачиваем в плотный-плотный рулетик. Для удобства рулетик сворачиваем улиткой и оставляем его отдыхать еще минут на 10. За это время я как раз подготовлю вторую половину теста. Как тесто отдохнуло, еще раз поправьте рулетик, чтобы он был везде одинаковой толщины. Так просто-напросто будет удобнее нарезать тесто. Я сразу нарезаю не все тесто. Первый тестовый кусочек я отрезаю примерно на глаз. Внутри получается вот такая вот текстура. Теперь этот столбик приминаем по торцам и раскатываем из него лепешку. Лепешечку я делаю примерно 20 сантиметров в диаметре и где-то 1,5 миллиметра толщина. Накладываем внутрь начинку и закрываем лепешку. Обычно это делается так, чтобы получить треугольную форму. Получается вот такой вот пирожок, она же самса. Выкладываем ее швом на противень. Желательно, чтобы никаких дырочек не было, все должно быть закупорено сильно, так больше сока задержится внутри. Хотя она и так иначе все равно протечет. Начинки внутри должно быть достаточно много, но должно быть еще достаточно места для того, чтобы было куда выступить соку. Мясо в процессе готовки расширится. В идеале самса не должна протечь, хотя в большинстве случаев так или иначе она протекает. И когда я уверен, что размер кусочка теста подходит, я нарезаю весь остальной рулет по той же длине. Для этого я и делал весь рулетик одинаково точно. Для того, чтобы у меня в каждом кусочке было одинаковое количество теста. Когда будете укладывать самсу на противень, учтите тот факт, что в процессе выпекания она увеличится в размере. Поэтому очень важно оставить хотя бы пару сантиметров между каждой самсинкой на противень. Теперь необходимо смазать ее пробитым яйцом. Так она получится глянцевая, красивая. Теперь выпекаем в духовке при 200 градусах примерно 40 минут. Запекал я по итогу самсу 45 минут. И когда уже аромат невообразимо вкусный выпечки начал привлекать соседей, я ее достал. Получилась вот такая красота. Подписывайтесь, ставьте лайки и приятного аппетита. До новых встреч!